Всем привет, с вами Крейзи Хамстеры, мы продолжаем проходить квест играя. В прошлой части мы очень хорошо с вами продвинулись, мы попали в следующую главу, и у нас очень необследованные территории, потому что мы, по сути, только начали. Ну, стадион Корспорт и так и остался, то есть в начале главы еще был неактивный. И в центре Оксфорда мы закупились товарами. Вот. А теперь мы отправились в музей, собственно. Давайте смотреть, что здесь есть. У нас новая загадка от клуба Дедал. This bench is really thick and comfy. Скелет. Is that a dog or wolf? Were they ever that big? Unreal. Ну, там что-то было про птицу и ее яйца. Давайте потом к этому вернемся. Архитектура. I love that mix of old and new architecture. Да, мне нравится, когда у нас есть куча заданий, и не нужно переживать по поводу того, что мы сейчас застряли где-то. When dinosaurs ruled the earth. Птица. Goofy looking, but cool. It sucks that it's extinct. Да, действительно. Мы же не должны экспонат попортить. Смотрите, как легко открыла. The Daedalus Club logo. This is a game device. А вот. Just borrow this until I figure out how to open it. Это нормально, да, что мы пришли в музей и украли экспонат? Птицы, нет? О, на скамью. Так, если что-то нашел, не ходи далеко от места, где ты это нашел. Возможно, там же можно будет использовать. Она высиживать будет. Я обожаю эту игру. Man, do I feel stupid. That actually worked. Раздавила, видимо. It's a piece of the ideogram. Новая. Hogwarts? I guess part of the movie was filmed here. But where on campus? Вот, помните, я вам говорила, что здесь есть отсылки к Гарри Поттеру, ну, по внешнему виду, так скажем. Но я забыла, что здесь была загадка, связанная с Гарри Поттером. Я действительно игру очень плохо помню. Практически вообще не помню, мы играем, то есть для меня как будто в первый раз. Ну, так скажем, вот какие-то совсем фрагменты прям всплывают в памяти. И я вообще абсолютно не помню, что здесь была загадка, связанная с Гарри Поттером, с Хогвартсом. Ну, то есть, да, игра действительно, вы видите, и про Джейн Эйр здесь уже нам сказали, и про Хогвартс, ну, про призрак оперы пока ничего не сказали. Ну, зато сказали про Франкенштейна. Школа магии и волшебства Хогвартс, почтенный директор и совет управителей рады видеть вас. Hogwarts? This must point to a location in Oxford. Maybe someplace used in the film. I wonder where I could get that information. А я знаю где. Я знаю. Я смотрела фильм про Гарри Поттера, ну, про то, как снимали. Это, знаете где? А мы здесь не можем карту, что ли, использовать? Мы, наверное, назад опять положить все должны. Это в столовой. I should put the egg back before I leave. А там же еще какая-то бумажка была. Ничего, что мы ее ставили, а? Или она обе бумажки забрала? Крайсчерчит в столовой. Это я знаю. Ну, в смысле, я знаю, что в столовой снимали. Не знала, что именно в Крайсчерче, ну, какая разница. Да, вот, и фрагмент она взяла. Ну, понятно. В столовой. Она не пойдет ходить? Пока указание не получится. Нет, смотрите, идет, потому что действительно мы правы. У-ху! The dining room is closed right now. Печально. И куда нам туда отправляться? Вот видите, как клево здесь. Реально все по-настоящему. Мне так нравится. Ну, то есть, настоящие места, если вы посмотрите, действительно, центр Оксфорда,
я посмотрела картинку в интернете, практически так же выглядит, как на картинке, ну, в смысле, в игре. Но единственное, что здесь очень красиво еще так сделано. Небо атмосферное. Но я думаю, что и какую-нибудь такую погоду, не знаю, рассвет, закат, когда солнце и пасмурно, там, и солнце под тучами. Я думаю, что освещение точно такое же прекрасное, шедевральное просто выглядит это все. Куда нам теперь отправляться? Пойдемте сходим в Сент-Эдмунд Холл, попробуем применить ну, вот эту для задвижки-то там, вот это все. Фигню! Что дверь не закрывалась. Ну, теперь должны выяснить, кто из них может быть причастен к фокусам. Охранника нужно, интересно, или можно проходить просто так? Нет, ну, вроде как показали уже один раз студенческий. Подразумевается, что и сейчас мы легко показываем. Слава богу, не делайте лишние. А заодно и тоже. Пойдемте сразу на второй этаж. Не, ну правда, мне нравится, что здесь как будто играя, это все жизнь реальная, а различные произведения это отдельно, да? Где-нибудь посмотрим замок. Фильм снимали, прям мне нравится. That's the bowl. If I set the... Но использовать мы пока ничего действительно не можем. Я правильно понимаю? Эти карты. This map will come in handy when I get to London. Да, она же собиралась. Шнур, шашки, порох, генератор звука, помогите, микрофон, жучок. I bought everything I need to make flash powder traps. Now... А мы можем, кстати, соединить? This little device cries for help. So cute. Вот это мы можем соединить, ну-ка. Вот, смотрите, шашки из пороха. There. These flash powder traps are ready to go. Еху, да вы молодцы. Ну, я не здесь, мы это можем использовать. С этим можем поговорить? Теперь. Hi, I was wondering if you'd let me in 204. And why would I do that? Он взял ему учебник. Продаю печенье, если его там нет, смысл, да? Что ты его там положишь и уйдешь, и возьмите деньги. Я его девушка, ну и что девушка, позвони, договорись с ним. А вот он взял мой учебник и не хочет отдавать, вот это, мне кажется, вариант. He borrowed a book from me, and I need it back, right away. You want me to break my personal code of ethics for that? It won't happen. Козлина. I'm Charles's girlfriend. I thought I might surprise him. You're the third girl this week who claimed to be his girlfriend. How about I let you into my room, huh? And you can surprise me. Oh, so tempting. But no thanks. Ну, блин. Не оставлять на выбор. I'm delivering Girl Scout cookies. Oh, yeah? I don't see any cookies. They're really small. Those cookies look big enough to me, darling. How about you give me a sample? You're a pig. You're the one who brought it up. Да. He's Focus. crying out for a little trickery, but which one should I use? Карточник, что-то с картами должно быть связано. Листайся, книжка большая и маленькая. Ну это вряд ли. So what's your game? Jin, wanna play? £5 a game and no crying to the authorities if you lose. Gin's okay, I guess. But I've got a faster game. That is, unless you can only play Gin. I can beat you at any game invented, sweetheart. What is it? It's called Divide and Conquer. I used to play this game with my brother. He thought he was smarter than I was, and could beat me at everything. My mother used a divide and conquer strategy to solve our arguments. Like having my brother divide up a tray of french fries, and then I would get to choose which plate I wanted. That's stupid. I just make one plate look like it had more, but really put more on the other plate. He tried that, but I'd always get the better of him. Either your brother was a half-wit or you're lying. Want to bet on it? I'll bet £10 each round. If I get to £30, I win. Okay. Упс. Okay,
Now deal out some cards, face up. Anywhere from 5 to 12 cards, your choice. А что он делает-то? Блин! А я вот это, кстати, припоминаю что-то, потому что мне не получалось. Давай. Ну ладно. Вы знаете, я пока просто не понимаю, что мы делаем. Вот в чем проблема. I think we should take a short break. This was your game, sweetheart. Come back when you're ready to play with the big boys, yeah? И надо еще раз прочитать, что надо. Блин. Как выйти-то теперь? Эх, надо было прочитать. А выйти никак, да? А, сейчас мы наугад что-нибудь. This was your... Так, прочитать надо, вот. Я почему так просто вообще бездумно жала? Так, вот. Сейчас надо нормально прочитать. Как только узнаете, откуда на самом деле берется такая невероятная сила предвидения, вам будет трудно поверить, что зрители могут обмануться, и все-таки они обманутся, поверьте. Просите добровольца перетасовать колоду карт, а потом сдать их на стол лицом вверх. Скажите, что сдать можно любое число карт. Скажите зрителям, что в детстве постоянно ссорились с братом, когда надо было что-то делить. Ваша мать решала эту проблему по методам разделения власти. Например, ваш брат отрезает 2 куска пирога, а вы решаете, какой из них взять. Так обоим приходится поступать честно. Но вы были умнее брата и быстро сообразили, как вывернуться. Скажите, что сейчас это продемонстрируете, вы с добровольцем будете убирать карты со стола, и вы можете сказать, какая карта останется. Напиши на бумажке, какая это будет карта, выбери любую из открытых, сложите ее несколько раз и отдайте добровольцу. Чего? Скажите, что сейчас это продемонстрируете, вы с добровольцем будете убирать карты со стола, и вы можете сказать, какая карта останется. Напишите на бумажке, какая это будет карта. Выберите любую из открытых, сложите ее несколько раз и отдайте добровольцу. Игра проходит так. Вы с добровольцем по очереди выбираете по 2 карты. Затем ваш лизавир решает, какая из этих 2 карт выйдет из игры. Оставшаяся карта возвращается на стол. Игра ведется до тех пор, пока не останется одна карта. Когда останется всего одна карта, добровольец смотрит записку, и на ней, разумеется, написано именно та карта, которая осталась. Фокус: если число карт на столе четное, попросите добровольца сделать первый ход. Ага. Если четное, то он, да? Если нечетное, первый ход должны делать вы. Когда добровольец выбирает записанную вами карту, просто удаляйте из игры вторую. В свой ход вы выбираете любые карты, кроме нее. В конце концов останется одна карта, та самая. Понятно, давайте попробуем. Что-то действительно как-то фокуса-то и нету.
Надо посчитать, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. 10. Нечетная. Ой, четная, значит он. Джентльвумен, ходи. Предсказать карту. Ну пусть это будет туз. Да. Убей. Ага. А, вот он. Теперь я выберу, какую из твоих карт убрать. Да любую. Так, ну и смотрите, мы выбираем, останется та карта. Игру мы выиграли? Ну вот, я тебе говорю, я могу предсказать будущее. Сыграем еще? Ну тогда не сложно. Главное было прочитать правила и сразу понятно. Даже читать ничего не надо. Я боялась, что придется читать как там 21, да? Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Нечетное начинаем мы. Выбираем карту, пусть это будет, ну, не знаю, девятка. Нет. Опять здесь же, давай, вот это, да. Мы ее записали. Слава богу. Очередь выбрать две карты. Только как-то получается, что он-то не загадывает. Ладно, что она свою не выберет. Чё? Чё нам ничего как-то за это не дают? Может, сколько-то раз надо? Ладно. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нечетное, то есть мы. Король. Damn it! You just obliterated my profit for the week. You have cash? You rigged that game somehow. Too bad you couldn't figure out how. Pay up, please. Wasn't there something else you wanted earlier? That's right. I wanted you to let me into Charles's room. Swap? Okay. Nice doing business with you. Yeah, wonderful. Все оказалось даже проще, чем можно было предположить. Вуаля, дверь открыта. Так, если написано в бланке, какой студент живет, может быть, надо было прочитать? Я думаю, не имеет особого значения. Все равно все комнаты нужно посмотреть. Какая нам разница, Чарльз там или не Чарльз? Интересно. Как он живет? Нет, вначале то, что... нет. То, что вначале не будет открываться. Wow, he really is a nerd. Mangas, games, DVDs, totally matching Charles's shyness.
Смотрите! Плакат I want to believe! Опять! Если кто-то смотрел прохождение квеста «Стилай» в первой части, то там был ботаник, заучка тоже такой, который постоянно писал свои дипломы, которые в конце концов, не буду спойлерить, только вы не смотрели. Так вот, у него на стене тоже был плакат I want to believe, и хомяк все это время пытался его как-нибудь скоммунизить, очень радовался, потому что это плакат из секретных материалов у Малдора. На стене висел такой плакат. Ну, это культовый сериал, культовый плакат, культовое изображение. И, кстати, да, они снимают продолжение этого сериала. В январе, по-моему, будет продолжение выйдет. Там сколько-то 6, по-моему, серий пока что. Вот это так, да, к сведению. Вдруг кто-то этот сериал любил в свое время. Если нет, пересмотрите, это действительно культовый сериал, и он того стоит. Он действительно шикарен. Ну, очень, конечно, удивительно опять снова в другой игре от других авторов видеть снова этот плакат у очередного ботаника. Это потрясающе. Как она прокомментирует, интересно? I want to believe. I guess Charles has an interest in sci-fi. Научная фантастика. Ну, можно и так назвать этот сериал, хотя, наверное, у него много различных жанров, можно сказать, переплелись между собой. Блин, я не могу, я по таким впечатлениям. Вторая игра, гляньте хочу. Nothing of interest in there. Ну хорошо, давайте так, по порядку. Значит, журнал и фото. It's an issue of Scientific American with an article by Dr. Stiles. But Charles acted like he'd never heard of Dr. Stiles. He sure had me fooled. Обалдеть, смотрите, профессор доктор Стайлз. Неизвестная сила мозга. Больше там не вижу, что написано, непонятно. Обалдеть. Прикольное такое изображение. Charles has more of an interest in Dr. Stiles than he let on. Suspicious much? Charles... Ну все, больше ничего не вижу. Ой, как интересно. Подозрительный этот Чарльз. Hey, this doesn't look anything like Charles. And it's dated just 1 year ago. Ха! Обалдеть! Charles's mom's number. I should save her number in my cell phone. It might come in handy someday. Обалдеть! Какие новости тут у нас? Слушайте, они там все такие странные, не только Чарльз. There. I put the number in my... Чуть мне кажется, что там у каждого тараканы в шкафу из скелета. Чарльзу люблю всегда маму. Could Charles Eddington be using someone else's identity? I better take this along as evidence. Класс, вообще. Какие интриги. I found this in Charles... Ну, понятно, рассмотреть не буду. Все, да, нам, наверное, нужно валить отсюда потихонечку. Да, человек с таким плакатом. Не может все быть у него чисто с ним. Так, ну что, еще раз дверь посмотрим. Почему я ничего применить не нужно? That's the... If I set this correctly, that's the... Я же решила что-то поставить здесь. Ну явно не эту хрень, это уж так. Не монетку же использую. Блин, она вроде говорила, что мы должны что-то в магазинчике там купить. Ладно, возможно, у нас пока чего-то не хватает. Не думаю, что что-то изменится. О, третий еще этаж. А мы второй раз пропукали, да, третий этаж. Не думаю, что что-то изменится, если мы не доделаем что-то в игре.
Ага. Еще один чувак. The entire works of Josephus in Greek, old issues of medical journals. I don't need to talk to him right now. It's a fuse box. И чё? You there, Harv? He's not there. Nope, it's locked. И что, все? Hey! I don't suppose you could let me into room 302. I loaned Harvey Kinderman a camera, and I have to get it back to my AV lab right away. No. Come on. I know you don't normally let people into other people's rooms, but this is urgent. Not to me. He's not going to relent. Damn it. I need to find the right trick. Какой? С щитком что связано? Только могу прыгать. I can do that trick, but I'll need to get set up for it first. Давайте прочитаем через этот фокус. Трюк состоит в том, что спрятать маленький генератор шума с дистанционным управлением в туалетную бумагу и подсунуть его под дверь. Туалетная бумага была на первом этаже. Когда зрители или жертва будут рядом с вами, включите шумелку с пульта. Кажется, за дверью кто-то или что-то есть, но заглянув в комнату, люди ничего там не увидят. Смеяться будут все. Ну да, особенно этот чувак. That might lead over to the graduate wing, but an alarm will sound. Guess I'm not urgently in need of getting over there today. Короче, нельзя ей пока. Крыло магистерское. Или какое там аспирантское. Сигнализация у них везде. Берем бумагу. I think I'll take a little toilet paper. It's good for hiding things. Ну, по крайней мере, окна пока что не нужно. Можем ли мы объединить что-то? Here, that will do nicely. I tucked the help me box into the toilet paper. That should keep anyone from noticing it if they see it lying around. Ну да, бегает такая с туалетной бумажкой. Так, а что-то мы можем? I'd like to get into Helena's room and poke around, but it's locked. There has to be another way. I can't reach it from here. Ну, а банку подвинуть? Если кто-нибудь придет, она там застрянет. The key. That would have been helpful 5 minutes ago. Трусики. This is definitely Helena's drawer. There's some paperwork about her student enrollment, but nothing about magic or conspiracy that I can see. Трусики, что она скажет? Totally Helena. Как-то странно, да? Ну, ладно, через так посмотрим. I don't have time to search her computer, and I don't think I'd find very interesting stuff anyway. Я почему еще так делаю, потому что часто потом ты не успел все осмотреть, они вроде как ты же что-то выполнил. И
после этого сразу включается, например, какое-нибудь видео, получается, что ты не все досмотрел. Видите, смотрите, как-то удивительно, ты похожа на Саманту, да? Обувь, одежда. Даже прическа. I have to admit, I didn't even expect to find books in her room. More than meets the eye? Ну, студентка же, куда деваться. I need a camera for tonight, but I don't want to just take it. Helena would probably let me borrow it if I asked. Пока не узнаешь, что ты лазила у нее в комнате. Неужели ничего подозрительного с ней нет? Странно. Хотя... It's locked. Why would Helena keep a locked box in her own room? Ну, что, правда, явно не отсюда. That's the key to Helena's door. It's too... Ножом ковырнуть, может? It's locked. It's locked. А где нам найти? Опа! Sam, what are you doing in here? I wanted to talk to you, and the door was open, so I... Oh, fine. I'm really freaked out about these events on campus. Someone is setting up Styles, and I think one of the Lambs Club is involved. So, I'm playing detective. What did you see in here? Nothing. Anyway, you're not exactly at the top of my suspect list. I must be doing something wrong then. I might let you live. If you give me the dish on everyone else. Who else have you been snooping on, Sherlock? Do tell, and make it good, and preferably nasty. Well... Мы все будем рассказывать? О, реально, смотрите, фото Чарльза. I noticed you have a camera. Would you mind if I borrowed it, just for a day or two? Take it. I never use it. What's the fun of photographs if you're behind the camera and can't be in them? Thanks. Чё, не разобралась, да, но уже отдала камеру. Молодец. I found this in Charles's room. Oh my god! This is priceless! It doesn't look anything like him. And the date on the back is just 1 year ago. I think Charles is an imposter. Please! I recognize the mole on his neck. Lovely mole. Of course, it was a bit less lovely at the time. No one can change that much in a year. Maybe it's a younger brother. If Charles had a record, he wouldn't want to register under his own name. One word. Hormones. This is definitely Charles. And if he looked like this a year ago, then he probably really is a virgin. God, I feel faint. Can I keep this? No, I might need it as evidence. Evidence of what? Ugly duckling syndrome? What a twist. Так, ну что, я думаю, что мы закончим, потому что фокусы на эти карты несколько подзатянули процесс прохождения. Вот, встретимся уже в следующей части. Всем всего хорошего и пока!